Здравствуйте, мои дорогие друзья и все те, кто, быть может, совершенно случайно оказался на канале Астро Испирационе. Второй расклад, знаки судьбы и что по судьбе. Вот давайте мы еще пока не знаем, что нам раскроют карты, какую ситуацию. Но я вижу, есть интерес именно к таким тематическим гаданиям. Может быть, нам раскроют какую-то ситуацию по работе, может быть, и по личной жизни, взаимоотношениям. В той или иной области, сфере жизни мы невольно, я думаю, многие согласятся, кто смотрит Таро расклады, потому что у каждого своя какая-то тема, как больная точка болевая, правда? Мы невольно останавливаемся и думаем, боже мой, ну все так вот переворачивается быстро, а в нашу эпоху перемен это тоже есть уже как закономерность. И вне зависимости, какие мы прежде ставили планы, какие мы там себе обозначали приоритеты, есть все-таки две сферы, которые мы не влияем, не изменяем. Это обстоятельства, они могут поменяться. Ну и людское мнение тоже. И может быть вот вы, смотрящие это видео, которые именно откликнулись и открыли его, у вас сейчас что-то подобное происходит, что ну вот есть какая-то неведомая сила, которая несет мою судьбу. Вот давайте с вами рассмотрим. И, конечно, первая позиция– это кто вы, чтобы вы могли правильно сориентироваться. Смысл есть тут дальше смотреть? Или это не совпадает? Для кого сегодня нам карты раскроют цепочку развития событий? Я надеюсь, что будут какие-то конкретные, может быть, знаки судьбы. Или к чему все идет? Что происходит в вашей жизни? Вот правда, что происходит в вашей жизни? Или что будет дальше происходить. Но вначале, как карты видят сегодняшнюю ситуацию? Ого, император. Вот так вот прямо сразу. Точка. Есть два мнения. Мое и неправильное. Я, конечно, утрирую. Потому что у кого-то, я допускаю, это конкретный человек и его решение, причем не всегда вам понятное, потому что император, он ни с кем ничего не согласовывает, он ничего не объясняет. Вот он сказал, и как отрезал, и как хотите, так и воспринимайте. У кого-то это может касаться законов или получения каких-то важных бумаг, согласований документов. И опять же, закон, как может быть юриспруденция. Есть закон, мы на это не влияем. Или пусть решение чиновника. Опять же, мы на это не влияем. Вот есть какие-то рамки, которые вы не можете преодолеть. Может быть, еще там, я уже не останавливаюсь на всех вариантах, их, боже, миллионы, наверное. Ну, вот именно какая-то ограниченность между одним каким-то началом, да, и вот есть определенный какой-то финиш. И все. И вы вот где-то между. Можно курсировать между первым и вторым, но выпрыгнуть за этот шаблон никак не получается. С чем это связано? Вот очень любопытно. С чем это связано? Зависшая ситуация. Либо зависла ситуация, правда, у кого-то по документам, у кого-то, может быть, и по работе что-то подобное. Вот такой император, ведь это может быть рабочая ситуация, рабочие отношения. А работа для вас очень важна. И как вам это преодолеть, или чье-то решение, или закон вот тоже предусматривает какой-то регламент. И я должна сказать, повешены это вы сейчас, если даже это отношения, пытаетесь сами додумать или увидеть какой-то альтернативный вариант. У вас, кстати, два старших аркана, мои дорогие. Вы уже не случайно пришли на этот расклад, если вот что-то подобное откликается, потому что это обстоятельства старшие арканы. Ну да, может быть, и мы что-то сделали не очень хорошо, где-то там накосячили, может быть, и ошиблись. Но, скорее всего, даже ваша ошибка, она имела какую-то причину и следствие, мои дорогие. Если с человеком конкретным связан, ну, значит, мы тоже говорим по судьбе, вот надо было мне его встретить. А может быть, и ее. Может быть, меня многие мужчины смотрят. В целом 30% мужчин, может быть, и это личная история. И у вас вот ваша любимая девушка, женщина, тоже как император. Вот сказала и все. И дальше как хочешь, так и думай. Но аркан повешенный, ведь он сам себя переворачивает для того, чтобы больше понять ситуацию или увидеть ее отстраненно, с другой стороны. И не случайно в этой колоде, обратите внимание, он как будто подвешен анг. Это тот крест, который, как символ, нам дает возможность взаимопонимания. Именно лучше понять. И причем, когда мы можем понимать не только, ну это по преданию, не только людей, а когда мы понимаем
обстоятельства, мы понимаем природу. Буквально, может быть, язык птиц и зверей. Но это уже я в предании, понятно. То есть все равно все основано, ну, где-то на том, что подсказка дает по этой карте. Нам придется договариваться, мои дорогие. Какая-то история, она подзастряла, но она еще явно не завершилась, потому что какой-то диалог еще, мне так кажется, будет. С чем это связано? Ну, кто-то из вас сам мог поставить на паузу, потому что были к этому либо предпосылки, либо система эта вам не нравится, система взаимоотношений, к примеру, да? Человек ее выстраивает, и вы не согласны, вы видите как-то по-другому. Может быть, ведь аркан повешенный – это аркан жертвенности. Это как Т-образный перекресток. Вот мы ехали, ехали и приехали. И теперь отсюда направо или налево. Прямо нет. И мы застреваем. Мы не знаем, почему, как, что дальше. Почему так человек себя повел. Или как еще там изменится какая-то ситуация. И вот это вот отчаяние и жестокость. Именно в этой колоде так называется девятка мечей, мои дорогие. Это кто-то в отношении вас мог быть таким безапелляционным, бросить вам, ну, знаете, свое какое-то решение, уйти, хлопнув дверью, или перед вами эту дверь захлопнули. Вот и такое я допускаю. И где-то элемент жестокости. Пусть это не сам по себе, хотя меня смотрят люди из разных стран, может быть, кто-то и столкнулся с жестокостью, но это может быть еще и жесткость человека, непримиримость. Сказал, говорят, как отрезал, вот что-то подобное. И, видимо, уже бог с ним, с этим императором, с этим повешенным. Но вот самое главное – это ваши эмоции сейчас. Вас теперь уже где-то пугает, что если я буду что-то начинать или активизировать какой-то разговор, меня снова вот так же словно выбросят, да, из какой-то, ну, как плоскости взаимоотношений. Или передо мной развернутся и уйдут, или передо мной захлопнут двери. И вы знаете, ведь тем не менее это карта искаженного восприятия. Вот, видимо, судьбоносность этой ситуации в том, что вы как это должны переболеть. Переболеть, чтобы пойти дальше. Ведь на самом деле это ни к чему не относится. Это только на уровне эмоций. Но мы когда вот переживаем что-то подобное, поверьте, все равно наступает здоровое равнодушие. Оно рано или поздно наступает. Дай бог, чтобы раньше, потому что тогда мы не зависнем надолго, нам легче будет выйти. Но в итоге ничто не вечно, как и говорят хорошее, так и плохое. Поэтому плохое все заканчивается. Вы все равно сделаете выводы и пойдете дальше. Но, может быть, есть смысл как-то побыстрее избавиться от этого негатива. Это чужой негатив. Поймите правильно. Тут психологически нужно понимать, что вы столкнулись с непреодолимым препятствием. И не нужно это препятствие переносить на себя. И если мы говорим, захлопнул кто-то двери, и вы теперь думаете, куда идти, если заперты двери, может быть, у кого-то и вопросы жилища, а вот теперь сломался этот шаблон. Что же еще у вас происходит? Ну вот, наверное, это здоровое равнодушие по отчасти по аркану умеренности. Это еще могут быть не случайные случайности. Здесь вас, как ситуация, может учить, вы знаете, не верить каким-то шаблонам. Шаблонам, которых вас хотят определенно, как бы, чтобы вы в них находились. Или вам кто-то пытается указать ваше место, или пытается вас склонить к какой-то своей истории. Ну, вот, видимо, или буквально жить, потому что вы привыкли к своему укладу, к какому-то распорядку, что-то было определено и вполне понятно. А вот теперь сломался этот шаблон. Что же еще у вас происходит? Ну вот, наверное, это здоровое равнодушие по отчасти по аркану умеренности. Это еще могут быть не случайные случайности. Здесь вас, как ситуация, может учить, вы знаете, не верить каким-то шаблонам. Шаблонам, которых вас хотят определенно, как бы, чтобы вы в них находились. Или вам кто-то пытается указать ваше место. Или пытается вас склонить к какой-то своей истории. Ну вот, видимо, как Анна Ахматова сказала, вы знаете, что такое пытка надеждой. После отчаяния наступает покой, а от надежды сходят с ума. Явно ситуация, которая была с надеждами, вы на что-то надеялись.
а эта надежда не оправдалась. Поэтому и случилось то, что случилось. Но вот это отчаяние. Почему я сказала, мы становимся сильнее. И вот по умеренности, да нас тут вообще невозможно зацепить. Но у каждого своя дистанция. Один быстрее это переболел и пошел дальше, а другой может в этом состоянии зависнуть на годы. Вот сейчас вы сами ваш эмоциональный фон. Но здесь чем опасно это состояние? Если надолго. Потому что по аркану умеренности, я говорила, не случайные случайности. Тут действительно вас судьба может столкнуть с каким-то, к примеру, новым вариантом решения вашего вопроса. Даже по работе, новой работой, новой сферой деятельности. Тут извне, опять же, старший аркан. К вам приходят какие-то возможности, но мы их не видим. Человек закрыл глаза, не то что глаза, тут он голову руками обхватил. И нам говорят, нет, так не пойдет. Ты должен каждый день видеть, что вокруг тебя происходит. Это элемент осознанности. Это первая ступень выхода из своего отчаяния или разочарования. И тогда нам жизнь постепенно мы увидим то, что произошло, совершенно в другом свете. Это точно. Для кого-то из вас это будет как выздоровление, как радость вместо вот этого отчаяния и разочарования. Здесь я допускаю, что если это было связано с человеком, то и человек еще будьте готовы к тому, что он может вернуться в вашу жизнь. Мы говорили, Анг. Поэтому тут какая-то история, она незаконченная пьеса. Может быть, вы ж не видите теперь, не знаете, что там у человека происходит. И может быть, человек за это время, закон кармы, он все равно работает, или какая-то история поменяется, ситуация, даже если по поводу работы. Ну и руководители меняются, будем говорить. Был один там какой-то, да, а потом его тоже так несколько подвинули, и он ушел другой. То есть тут явно не статика, а тут еще идет какое-то развитие, как и у вас, так и у того персонажа, с кем были связаны вот эти сложные эмоции. А для кого-то другая тема. Вас будет радовать ваше творчество. Для кого-то конкретно были явно, может быть, как одна работа, да, и вы хотели признания, самовыражения, раскрытия ваших талантов. Нет, получился какой-то крах. И вот эта перезагрузка для того, чтобы вы начали работать сами на себя или рассмотрели какой-то альтернативный вид деятельности. Подумали, что вы делаете лучше всего. Может быть, вы делаете что-то такое или умеете, может быть, эксперт в своей профессии, области, когда вы можете быть полезны другим людям. Тут именно через новый вид занятости у кого-то может быть и новая работа. Но больше я все-таки материальная выгода, девятка, это о том, что мы сами хозяева своей судьбы. Мы учимся по-новому зарабатывать. И что-то у вас будет получаться именно вам сейчас, ведь это карта независимого человека в первую очередь. Того, кто сделал себя сам. И никогда для тех людей, которые именно себя создают сами, никогда путь не бывает легким. Очень часто этому предшествует как раз какое-то отчаяние и жестокость. Потому что понимают, что наступил тот период, когда мне надеяться не на кого. Вот, может быть, вы сейчас смотрите это мое видео, и вы где-то уже теперь либо ищете работу, либо что-то меняете, или уже что-то изучаете. Потому что принцесса Кубков говорит о том, что вам уже что-то нравится. Но будьте внимательны, еще все-таки по умеренности какой-то путь нам доведется пройти. Давайте, если вот я хочу сложить эти карты, и мы продолжим наш расклад, что вам по судьбе, и если это совпадает, оставайтесь со мной, мои дорогие. Мы так и начнем с вопроса, что вам по судьбе. Давайте мы в целом возьмем такую палитру, что вам по судьбе в ближайшее время, как изменится ваша жизнь. И ближайшее время, ну, может быть, месяц, два, три, но не более, это точно. Мы отдаленные события тоже спросим. Итак, что вам по судьбе в ближайшее время? Король жезлов. Вы можете, кстати, такое дежавю проходить. Или человек, да, император, ну, где-то энергии очень похожи. Когда человек на своей волне, это руководители часто, это те, которые действуют как-то по-своему, или они отдают приказы.
Вы можете столкнуться, в принципе, даже не в той области, которая вот именно была причиной вот этих сильных эмоций или вот какой-то то, что произошло в вашей жизни, вот этой болезненной ситуации. А тут вообще какой-то альтернативный может быть человек случайно, но это тот человек, который скорее наделен какой-то сферой влияния или какой-то властью. Он может вам как какую-то информацию донести или, что-то объяснять. Есть явно у вас какие-то контакты, может быть, и вы сами, как с новыми уже людьми контактируете, пытаетесь для себя решить какой-то вопрос. Но помним, по королю жезлов нам никто не помогает. Человек сам по себе. Может быть, вот такая судьбоносная встреча. Хотя одна карта. Я допускаю, что вот этот император видоизмененный тоже может материализоваться, поэтому но все же я тут больше вижу, с одной стороны, есть возможность, понимаете? Врата как будто открыты, обратите внимание. Ведь когда туз пентаклей– это поддержка высших сил. И, безусловно, тут и самому надо не плашать. Явно какой-то лабиринт был или путаница какая-то мыслей была. И вот теперь правильно провзаимодействовать. Может быть, даже с этим вернувшимся императором. Или вас приглашают опять на работу там, где вы трудились. Может быть, и есть смысл рассмотреть. Но все-таки по королю жезлов это может быть совершенно другой человек. Или для вас уже совершенно какой-то другой приоритет. По тузу пентаклей, если мы говорим к примеру, материальная тема, то тут можно через новое творчество, новый вид заработка, через дополнительный доход кардинально изменить вообще какую-то преамбулу вашей жизни или вашу реальность, потому что вы становитесь сильным сами человеком, потому что вы зарабатываете буквально сами на себя. И вы понимаете, что да, это ваши ресурсы. Вы знаете шаг за шагом, как их раскрыть. Вот кто-то, может быть, и был какой-то фиаско в одной области, а вы теперь можете совершить эту перезагрузку и совершенно иное какое-то направление, или пусть даже вопросы работы, вы уволились с работы, и вы можете найти эту работу, но совершенно в другой, может быть, как сфере деятельности. И там тоже будет востребован ваш труд. Сложно даже вообще говорить по этим картам, потому что они могут как обрисовывать финансовую ситуацию, как ситуацию по работе и точно так же в личной жизни. Контакт двух персон. С одной стороны король жезлов и огненной энергии. Да, это вроде статусный человек, это вроде тот человек, который говорит красиво, правильно, хорошо. Но не забываем, карта харизматичного лидера. Он лидер по харизматике, по идее, но не по практике. А вот карта силы– это про практику. Это вы, мои дорогие девочки, можете вызывать у некоторых мужчин, ну, вот такое притяжение физиологическое. И просто вот даже на этом уровне какой-то человек может пытаться с вами познакомиться поближе, почему нет. Или какая-то прежняя история по этой же причине, ну, кто-то будет пытаться возвращать. Но кто бы меня ни смотрел, ведь аркан силы, смотрите, нам нужно собственного льва причесать. Лев– это прообраз нашего эго. У вас сейчас сильный период. Или это в ближайшем будущем. Вы набираете свою силу, но эта сила, она должна быть применена только во благо самому себе. Да, договариваться действительно придется. И я допускаю, что даже с теми, с кем, может быть, ну вот были такие непонятные взаимоотношения или какая-то с конкретным человеком, пусть это даже по работе, вас словно все равно столкнет судьба, и вам нужно быть великим дипломатом. И здесь не расслабишься ни разу, все три карты. О каком расслаблении? Тут есть какая-то ваша все-таки выгода или какой-то смысл, или, может быть, даже это зависимая в чем-то ситуация, но ваша выгода, что вы можете вот этот выход, нет закрытых дверей, вы тогда можете что-то для себя сделать с большей пользой, мои дорогие, но вы свою силу определенно набираете, и одновременно с этой силой искусство дипломатии. Что по судьбе в ближайшее будущее. Не повторите какой-то крах, хочется сказать, потому что по десятке мечей в этой колоде именно крах. Я так думаю, поскольку эта карта имеет разное значение, с одной стороны, вот как прописано, да, крах, это какая-то прежняя история, которая, ну, все-таки она продолжает жить в вашей душе, так быстро она не уходит. Мы об этом
все время вспоминаем, нам это где-то уже мешает. И карта будет говорить о том, что если ты будешь, кстати, возобновлять какое-то дежавю, тебя ожидает тот же самый конец. Поэтому если это связано по отношениям, мои дорогие, ближайшего будущего, и человек пытается вернуться в вашу жизнь, если вопросы каким-то образом перекликаются, я такое же тоже допускаю, именно с вашей выгодой или пользой для вас. Тогда вот по аркану силы нужно быть магом, буквально и волшебником, лемниската, как у мага, чтобы переломить какую-то ситуацию конкретно в свою пользу. Но быть настолько где-то прагматиком от начала до конца, никаких иллюзий, потому что та сила, с которой сталкиваетесь, это могут быть и уговоры, или сила притяжения, или когда вас могут, опять же, накормить какими-то завтраками, но в итоге эта проблема, которая была, она осталась. Вы просто можете ее еще раз повторить, и тогда еще тяжелее будет выбираться. Поэтому будьте реалистами. Но и карта эта десятка. Вообще-то чаще всего она говорит: закрой прошлое, дверь. Что по судьбе в ближайшее будущее? Верховная жрица – это та, которая умеет хранить тайну и молчание. Теперь как будто ваш выход на авансцену. Теперь это ваша сила будет ваше молчание, или когда вы очень правильно будете взаимодействовать, и даже если есть какой-то интерес с конкретной персоной, или, может быть, местом работы, или в решении каких-то вопросов, кто знает, может быть, и юридических. Есть что-то, что, знаете, вот, да, баланса тоже требует. Есть то, что скрывается в тени, и от вас что-то скрывают. Но это, знаете, вам как будто говорят: существует чужая игра, а твоя задача в ближайшее будущее – эту игру переложить в свою собственную. И в этом тебе помогает хладнокровие, выдержка, может быть, и какой-то расчет. Вот такие холодные материальные энергии вам помогают противостоять. Может быть, от какого-то напора или какого-то, или как попыток, да, вас к чему-то призвать, вас на что-то уговорить. Или, замылив глаза, вам что-то наобещать, а потом раствориться. Вот верховную жрицу невозможно обмануть, потому что она, это, во-первых, интуиция, она уже все знает, это та, которая все знает. Вот вы, видимо, пройдя какой-то сложный путь, вы становитесь таким человеком неуязвимым и независимым, потому что, да хоть что бы вам тут не транслировали, вы видите правду, вы людей будете видеть как сквозь рентген, что он, с чем пришел и что он вообще хочет, какие задачи он перед собой поставил, события ближайшего будущего. Рыцарь Пентаклей. Приготовьтесь, наверное, все же карта независимости, Верховная Жрица нам говорит о том, что какой-то путь мы должны пройти в одиночку, это точно. И нас это, ну, сохраняет тоже, потому что мы тогда будем избавлены от отчаяния и жестокости, да. Это вот те первые карты, с которыми мы уже столкнулись, от каких-то пустых обещаний, пустого ожидания, а самое главное, есть какая-то материальная явно тема или ваша выгода, которая требует не просто вот воспользоваться этим тузом Пентаклей или как помощь высших сил. Это требует продолжения. Причем есть какой-то проект, может быть, это как свой собственный, когда мы это так планомерно, настойчиво, уделяя внимание деталям, продолжаем. Тут именно нужно продолжить что-то. Не то, что нам тут мы буквально уже вроде определились с чем-то, потом снова нам на голову падает чье-то предложение, или вот как вот эти харизматика, энергии, и все, мы в этом видим выход. Тут ведь то можно по-разному туз пентаклей трактовать. С одной стороны, это возможностью нам может показаться, а закончится вот этим тупиком. И в то же время есть у вас сейчас, как вы уже словно крепнете постепенно после вот этого отчаяния. Этот период уже заканчивается, это уходит. И к тому моменту, может быть, как вы уже, ну, практически почувствовали почву под ногами, вдруг тебе какой-то дежавю и может появиться. Будьте внимательны, это может быть своеобразный экзамен на прочность. Давайте узнаем, с чем это связано, вот эти знаки судьбы. Что вам по судьбе? Если мы говорим король жезлов, вот у нас 6 карт. Вот что с ним связано? Ну, правда, жезлы. Вот когда по жезлам, это правда страстная любовь, которая у кого-то может возгореться с новой силой желания, я об этом сказала.
может быть, как какое-то предложение. Но туз жезлов, опять же, мы все рассматриваем так двойственно. Каждая карта имеет много значений. Это наша жизнь. И жезл ее делит на период до и после. С одной стороны, это важная информация. Может быть, вы информацию какую-то слышите или для себя видите какую-то возможность. Но это вы уже подводите баланс, это точно. Но есть и задумка человека. А вот из одного пентакля, из туза пентаклей, часто эта карта символизирует как денежное дерево. Мы один садим, а потом получаем плоды. Материальный успех. Все-таки я вижу, что для многих из вас, и пусть даже была какая-то прежде личная история, но она, видимо, не целиком и полностью строилась, скорее всего, был какой-то материальный аспект. Или ваша заинтересованность, или заинтересованность человека в вас. Но, видимо, правда, тут шестерка пентаклей. Это как помощь высших сил. Ну, высшие силы имеется в виду не буквально с неба манна падает, а это какое-то правильное приложение усилий, правильное взаимодействие. Есть человек, который, может быть, вас может выручить, помочь. Есть такой момент. Но и самим-то не плашать определенно стоит. Будьте внимательны вообще, в принципе, к финансам. Нам весы показаны. Держите баланс, как и эмоциональный, так и в тратах. Вообще, я бы сказала, все то, что вам помогает в финансах, и никакого риска здесь рисковать ни в коем случае нельзя, потому что эта карта говорит, да, из одного пентакля ты можешь вырастить денежное дерево, но помни, рука дающего завтра станет рукой просящего, поэтому и денег в долг не даем, и вообще помни, кому ты помогаешь. Здесь, знаете, я бы сказала, быть очень внимательному или внимательной именно с тратами. Ладно, что же тут, как изменится ваша жизнь? Аркан сила, что нам тут прояснят? Вообще волшебные карты. Вот если жизнь до и после, то тут для вас, как все, знаете, с правильной ноги идет. Собственно, как и карта материального успеха, так и аркан совершенства. Это четверка жезлов. Праздник после победы. Когда вы начинаете себе на пользу эту силу употреблять, так тут буквально сразу какая-то уверенность. Сразу я имела в виду за короткий достаточно срок. Когда мысли привел в порядок, так у тебя и в жизни все начинается как-то по-другому, да? Тогда нет вот этих ненужных переживаний, нет вот этих ненужных эмоций. Вот аркан совершенства. И, кстати, по-разному изображение четверка жезлов вот в картах Таро. Обратите внимание, здесь нам как крепость, замок и дверь. Дверь с такой красивой триумфальной аркой из цветов, но дверь закрыта, закрыта для посторонних, потому что свой успех и свои победы вам придется сохранять. Они принадлежат только вам. Ладно, что нам по аркану вот этот крах. Карта называется «Страдание», но эта карта, по сути дела, выздоровления, это карта прошлого. Вас этот жизненный опыт, он вас и делает сильнее. Наверное, это действительно было по судьбе, потому что пока мы не переболеем, не перешагнем через свои сложные эмоции, мы не будем как будто счастливы. Мы должны переболеть для того, чтобы выздороветь, понимаете? А вы, скорее всего, как по какой-то ситуации, которая явно долго тянулась. Я вот в целом могу сделать вывод. Может быть, это длительные отношения, которые ни к чему не привели. Может быть, и по работе, когда вы все долгое время раскрывали, пытались все свои таланты, там как-то ожидали, что вас оценят по заслугам. Нет, вот этого не произошло. И вам тут нужно начать, как, возможно, с чистого листа. И всегда я говорю по тройке мечей, это раньше нас вот как сгусток боли. Вот это пронзенное сердце, оно уже теперь не болит. Но и шрамы эти, они никуда не делись. Нет вот этого острого переживания. Но и шрамы нам где-то, пусть это раньше был, вот знаете, как пик боли, а теперь эти шрамы, они просто ноют. И очень правильно, кстати, ноют, напоминая нам о том, что мы в чем-то не должны повторить дежавю или попасть еще в какую-то зависимую ситуацию. Вот, видимо, то, что нас не убивает, недаром говорят, делает нас сильнее. Верховная жрица, но земная власть. И если верховная жрица, это ни разу не про земную власть, это больше та энергия, которая,
такая непонятная, скрытая, как я говорила, в тени. Это на уровне интуиции, на уровне наших предположений. Вы учитесь себе доверять больше, чем окружающим людям, чем каким-то харизматичным лидерам. И от этого ваша жизнь становится более понятной и прогнозируемой. Видимо, для этого совершенно вот было необходимо. Посмотрите, вторая ведь, по сути дела, карта. Десятка мечей, уже подведенный итог дважды. Но ситуация о себе нет-нет-то напоминает. Нет того, что как бы, да, ну, было и прошло. Нет, тут все-таки это остается в нашей душе. Принцесса мечей, ну, наверное, вы на будущий период, или где-то это прообраз Медузы Горгоны, которая, как известно, пострадала из-за своей доверчивости и наивности. Или когда она думала, что, ну, вот все люди братья, или когда закон ее защищает, или когда обязательно найдется тот человек, который в последний момент придет на помощь, или когда что кто-то там придет на помощь велению судьбы, или вот его величество случай выручит. Нет, этого не происходит. Мы понимаем, что если мы не берем ответственность за собственную жизнь, так ничего хорошего не будет. Но это правда на самом деле так. Но вот в некотором смысле наша наивность, она нам совершенно не помогает. Она нам такую медвежью услугу. Но вот теперь уже после пережитого какого-то разочарования, горя, по сути дела, это как возрождение идет, мои дорогие. И мы уже сами вот с этим мечом. А вверху карта инструкции, детализации. Тут наоборот, все хочется подметить, что является предвестником будущих событий. И слушайте интуицию. Вам она дает правильные подсказки. Вот совершенно в разных таких аспектах можно рассматривать наш расклад, поэтому я сейчас сделаю вот что. Давайте, что на пороге? Вот спросим. На пороге вашей жизни. Имеется в виду ваш дом, вопросы вашего жилища. Немножко по сферам жизни мы разобьем, потому что очень много таких общих каких-то моментов, но тем не менее мы же хотим поконкретнее что-то узнать. Так что на пороге, что дома у вас, рыцарь кубков. Здесь может быть как какое-то предложение. По рыцарю кубков это то, что не длится долго, но то, что как добрые новости. Что еще на пороге? Рыцарь жезлов. Вот будьте готовы к тому, что какие-то визитеры будут у вас, возможно, дома. Вам придется решать для кого-то напрямую вопросы, связанные с жилищем. У кого-то может быть переезд. Будьте готовы к тому, что вам, возможно, придется куда-то отправиться по инстанциям и что-то согласовывать. Будьте готовы услышать какую-то правду, причем она может быть неожиданна и одновременно с позиции закона. Это как чье-то чужое решение. Решение может быть вышестоящей какой-то организации или еще на более каком-то высоком уровне. Тут вот надо по правосудию очень как-то правильно распорядиться своей судьбой и сделать это с позиции закона. Может быть, какие-то согласования. Вот посмотрите, две карты рыцаря. Это две карты движения. С одной стороны, это что-то приятное, то, что мы радостны от того, что мы слышим, это какие-то комплименты. Но это когда мы расслабляемся. А король жезлов, ой, рыцарь, извините, жезлов, это сама по себе карта «Будь готов к неожиданностям». И та обстановка, которая сейчас, она у тебя изменится. Вот ты к этим переменам будь готов. И поступай где-то по закону. Поступай по закону или ищи, может быть, поддержки в высоких инстанциях, может быть, и у чиновников. Может быть, вам придется отстаивать свои собственные позиции. Но, видимо, есть какая-то возможность, потому что все-таки рыцарь кубков, ну, так оптимизма добавляет. Если мы держим руку на пульсе вовремя, и по рыцарю жезлов, кстати, нам тоже говорят, будь готов сорваться, куда-то отправиться в поездку или, может быть, за какой-то консультацией. Куй железо буквально пока горячо. Не оставь что-то на потом, потому что потом тоже что-то поменяется, понимаете? Вот это по части то, что у вас на пороге, ну, где-то вот к этому нужно быть готовым. Может быть, это и связано с появлением конкретной персоны. Но, понимаете, две полярные карты, два рыцаря. С одной стороны, то, что нам приятно слышать, и есть то, что может быть совершенной противоположностью, как неожиданность. Давайте мы посмотрим, что в работе, если это вопросы дома. Да, вот тут может быть какие-то перемены и дома тоже.
Ну, семерка пентаклей — это у нас именно в этой колоде несостоявшийся успех, так прописано. Вообще это карта ожидания. Может быть, какой-то период вы сейчас пытаетесь сориентироваться, что же вам вообще делать, действовать, откуда деньги будут приходить. Но явно какой-то предыдущий период, откуда к вам приходили деньги, мои дорогие, тут тоже будет что-то меняться. Поэтому не подзастряньте. Мы ведь тут можем захотеть бездействовать. Дай-ка я еще подожду. Иллюзорный успех. Смотрите, 2 семерки. Вам как будто нужно действовать сейчас. Хорошо. Что еще? Много эмоций и много надежд, мои дорогие. Кто-то будет надеяться по работе, как будто работа не главная. Для меня сейчас главная личная жизнь. А у вас такая ситуация, что для кого-то вы можете встретить человека только через то, что вы становитесь как на другой системе иерархии ступени именно, да. Через ваш материальный успех к вам приходит личное счастье, вот у кого-то так. Когда вы можете познакомиться с человеком, когда вы проходите уже какую-то трансформацию, кстати. Будьте внимательны вообще к деньгам. Вот здесь вам выпадала шестерка пентаклей, да. Мы сказали, помни, рука дающего завтра станет рукой просящего. И вот у нас опять несостоявшийся какой-то успех уже денежный, и вверху вот это разочарование, может быть, и правда у кого-то по части финансов. Какой-то проигрыш был в плане, вы вкладывались во что-то, разрушено, да? Или, может быть, были вложения, как в бизнес, и тоже несостоявшийся успех. То, что мы просчитывали, это не получилось. Может быть, отчасти мы и надеемся где-то, да? Вверху самая первая карта — Верховная Жрица. Не путайте интуицию и пустые надежды, мои дорогие. Потому что вот рациональный какой-то подход определенно вам нужен ко всем сферам жизни. И финансам. Много финансовых карт или тех карт, которые о реальности говорят. И совсем нет карт, кстати, которые кубковые. Очень мало. Вот, пожалуй, первая и та в иллюзорном успехе. А это как итог. Предшествующие две несостоявшемся чем-то и иллюзорном. Вот как будто две стороны у одной медали. А ваше совершенное счастье, оно лежит в другой плоскости. Почему я сказала? Тут какую-то историю нужно закончить и не понадеяться на авось. И это будет касаться именно вашей работы. Или откуда к вам приходят финансы. И одновременно как будто оттуда же может прийти, к примеру, как новое знакомство или новое контактное лицо. Тут самому нужно окрепнуть, как будто так. Ладно, как будет развиваться ситуация в вашей личной жизни, давайте узнаем. Что вам по судьбе? Вот интересный расклад. Как будто личной жизни нет вообще. Вот правда, посмотрите. Так что будет в личной жизни? Колесница. Будут перемены, мои дорогие. Для кого-то из вас это вы будете менять, как будто, может быть, для кого-то место пребывания. Вполне вероятно. И это совершенно новые энергии ворвутся в вашу жизнь. Для кого-то из вас по аркану колесница вы можете развивать свое творчество, и вы станете сами популярным человеком, вас будут рады видеть. Вот, кстати, карты где-то подтверждают, что твое семейное счастье через самовыражение, но не через ожидания и пустые надежды. Две карты. Вот так прям конкретно, как будто от вот этого несостоявшегося ожидания и надежд ничего хорошего не получится. Вам нужно совершенно это все переиграть, и тогда будет вам счастье. Или если это история отношений, то ваш человек, вы его не можете встретить, потому что вы пока там не находитесь. А вам самим нужно подняться на другую ступень иерархии. И вот по аркану колесницы, ведь это тоже новая возможность. Это карта успеха. Это карта успеха, когда мы не оглядываемся назад. Это карта мужества, безусловно. И быстрых развития событий. И это не буквально быстрые события, когда кто-то к нам приходит и прямо вот как на блюдечке с голубой каемочкой что-то предлагает. Нет, это может быть связано с неожиданностями, которые происходят вокруг нас. Они сами, врываясь в нашу жизнь, пытаются ее переформатировать. И нам нужно пройти вот теми ситуациями, с которыми мы сталкиваемся.
И это все опять же про личную жизнь. Что еще? Знаки судьбы на личную жизнь. Ну и вот смотрите, так называется отдых от смуты. Имеется в виду суета какая-то, путаница, какой-то лабиринт мыслей. Мы должны словно ментальность свою периодически очищать. У нас не должно быть заблуждений. Ведь тут мы складываем оружие, мы никому ничего не доказываем. Но буквально карта говорит, вполне вероятно, нам нужно будет сломать из себя шаблон. Но каким образом? Нам придется поработать над самим собою. И может быть это как работа над имиджем, для личного счастья совершенно необходимо. Ну, у кого-то здоровый образ жизни, может быть, и отказ от каких-то привычек. Кстати, по четверке мечей такое проходит, что мы пересматриваем наши приоритеты. И сделать это совершенно необходимо, потому что внешняя какая-то ситуация, она тоже меняется. Что еще? Личная жизнь. Чтобы состоялся какой-то выход из лабиринта. Мои дорогие, не могу сказать, правда, что завтра будет буквально какое-то знакомство за первым поворотом. Но все же меня смотрят люди разные. Давайте мы разложим еще раз, да, если личная жизнь. Потому что мне тут видно по творчеству, по работе. Тут нам в целом понятно, сказали карты, что тут идти нужно в новое. Потому что старое, оно даже если будет пытаться вернуться в вашу жизнь, то вы должны этим уже руководить. Это уже должна быть ваша игра, согласитесь или нет. И все это может определить где-то закон. Если вам что-то обещают, пусть это оформят в документах. И если в документах не оформляют, ну тогда и чао называется, аривидерчи, персемпре. Навсегда не нужно, потому что люди не меняются, ничего тут не меняется, понимаете? Вот быть реалистом, но тем не менее, личная жизнь. Давайте так, для тех, кто в паре, кто смотрит наш расклад. Опять же работа, карта рачительного хозяина. Может быть, это работа над отношениями, почему нет? Но это какая-то рутина. Карта великой силы, на что ты ее потратишь, нам всегда говорит эта карта. Это мы выходим вот как из какой-то зоны ограничений. Но мы понимаем, мы не хотим еще раз пережить какие-то болезненные ситуации. А по девятке жезлов именно и предшествовали вот такие тройки мечей, десятки мечей, восьмерки, девятки мечей. Вот это вот всякая неразбериха. И в итоге вот теперь мы первые шаги делаем, но это искусство первого шага. Сделал шаг и осмотрись, чтобы себе не навредить. Тут тоже какая-то продуманность от начала до конца в ваших действиях для тех, кто в паре. И надейтесь сами на себя. Да, тут у кого-то в паре, пусть это отношения, которые могут быть переведены, мои дорогие, на новый уровень. Когда вы, ну, может быть, мужем и женой станете. Или наоборот, я такое тоже могу допустить. Но не все так просто. Тогда надеяться на самого себя, и если вы соглашаетесь на какой-то формат отношений, нужно понимать, что это вы будете в первую очередь там играть первую скрипку, причем от начала до конца. Это не только скрипка в ваших руках, но вам надо будет, может быть, какую-то оркестровую сюиту за все остальные инструменты исполнять, потому что императрица, да, статус выше, ну так и требований больше. Примите этот момент во внимание. Для тех, кто в сложных отношениях. Интересный расклад. Для тех, кто в сложных отношениях. Что для вас? Король Пентаклей. Но король Пентаклей, не назовешь его, вообще это надежные люди. И по части, если есть взаимный интерес по части финансов, то тут можно договориться, потому что он заинтересован. Если есть его интерес, если есть ваш интерес, здесь можно что-то и договориться. Если интереса нет, это ни разу не про вдохновение. Поэтому тут, наверное, 13-й аркан нам говорит о том, что что-то завершается. Либо вам это надоело уже, либо вы в зависимой ситуации и тоже не хотите. Может быть, и человек что-то завершает. И по рыцарю мечей нам еще действительно, скорее всего, кто в сложных отношениях, точнее, вам предстоит еще какой-то период разговоров. Может быть, выяснение отношений. Для кого-то переоформление договоров каких-то. Ну, все зависит от того, в каком вы статусе находитесь теперь. Вы можете столкнуться с каким-то негативом со стороны человека, или он может где-то отстаивать свое, но и вам придется тоже не терять боевого духа и, знаете, хладнокровно причем, не переходя на эмоции. Есть правда, по рыцарю мечей есть правда истина и есть закон.
И мы тоже этого придерживаемся. Поэтому, наверное, вот этот аркан правосудия, обратите внимание, ведь это, по сути дела, рыцарь кубков, который был, и рыцарь жезлов. И дальше аркан правосудия. Мы говорили, разные энергии. Так и тут вроде бы, да, как бы разные энергии. Пентакли, мечи. Ну, пентакль – это какая-то конкретика, это выгодно. Мечи – это рационализм и закон. И вот окончание какое-то должно быть очень красивым. Я тут не вижу продолжения. Ну, может, не для всех подходит. Все зависит от того, насколько, может быть, первые арканы, которые мы с вами достали, вам помогают. А для тех, кто один или одна, давайте достанем. Кто вот сам за себя, владение, ну, вы тут хозяин положения. Пусть это пока еще не совсем будущее, это вы только смотрите в это будущее и думаете, а ну, мне надо вот как будто так, или прицеливаетесь на что-то. Вы боитесь как-то вот это равновесие нарушить. Может быть, пережитые эмоции. Для тех, кто один или одна, что там как знаки судьбы, но вы победитель, вот от начала до конца. Вот, видимо, мои дорогие, для тех, кто в каком-то сольном варианте, кто, может быть, просто ближе всех к завершению какой-то истории, для тех и более сильная позиция. Это вы владеете ситуацией, это вы теперь командуете парадом, и у вас все получается. Но эту победу нужно сохранять. И королева пентаклей. Точно. И неважно, кто меня смотрит, мужчины или девочки. По королеве пентаклей это та, которая хаос устраняет из своей жизни и наводит порядок. Та, которая умеет адаптироваться, ну, к самым сложным ситуациям. Та, которая умеет благополучие создать с нуля. Для вас нет ничего невозможного. И я должна сказать, вот интересно очень, да, нам именно в этой колоде Архар как изображен. И карта сама по себе предусматривает где-то, может быть, для кого-то это будет подсказкой. Это у нас получается где-то половина как бы от знака зодиака Овен, да. Это как 2/3 Овна и 1/3 Тельца. И поэтому вот это для тех, которые рождены в апреле, мои дорогие. Может быть, для кого-то из вас, этот вот кто меня сейчас смотрит, это тоже будет подсказка вот каких-то таких очень важных преобразований. Но мы к этому не привязываемся. Королева Пентаклей нам будет говорить о том, что вы от начала до конца уже руководите собственной жизнью. И это вы теперь будете решать, с кем вы быть, в какую сторону вам идти, на что согласиться и точно так же, как взять ответственность. Нужна ли она вам? Или вы продолжите в одиночку. Нам не говорят здесь о какой-то встрече. Вы будете очень дорожить, по крайней мере, в ближайшее будущее. Вы будете дорожить своим статусом. А что же в отдаленное будущее? Давайте узнаем. Ну вот, наверное, я уже не тяну карты, потому что карта мага нам говорит о том, что да нет ничего невозможного. Но в первом ряду у нас был аркан силы, и поэтому для тех, кто один или одна, и ситуация касалась именно личной жизни или вашего творчества, и вы еще к тому же вот сами по себе, вот такой вот одиночка, может быть, да, то вы знаете, то действительно вот это знакомство или ваш прорыв, признание вашего творчества, оно произойдет несколько позже. Вам еще какие-то шаги нужно делать, но оно уже близко, потому что аркан победа. Для тех, мои дорогие, кто в паре, да, мы говорим императрица, и вы принимаете на себя то, что, да, вы берете ответственность. И теперь вам где-то придется держать марку. К этому приготовьтесь. А для тех, кто в сложных отношениях, заканчивается вот эта сложная ситуация. И, видимо, даже через какие-то доказательства, эмоции или оформление бумаг, которые именно юридически, вы должны себя защитить, что-то перестроить и самому перестроиться. И уже в отдаленном будущем все равно карта мага. Как будто, мои дорогие, кто смотрит мой сегодняшний расклад, маг – это холодная энергия. Маг – великий практик, но это где-то и про пентакли тоже. Хотя у мага все стихии абсолютно в руках. Но, видимо, перед тем, как будет какая-то история, которая более чувственная,
Посмотрите, вот удивительный расклад. Такое впечатление, что с чувствами все карты остались в колоде, правда? Но вот, видимо, сейчас самое время разобраться с какой-то зависшей историей, да, вот как у нас на дне колоды. Зависшая история может быть из-за наивности, кстати, или из-за того, что вы долгое время соглашались на что-то, вы не увидели какую-то, опять же, правду. Где-то у человека было нестойкое вот намерение, так называется пятерка мечей, а вы это приняли за какую-то надежность. Может быть, вот вы приняли где-то и любовь, и тоже не ожидали от человека. Для кого-то из вас был финансовый, может быть, интерес, и он был в другой плоскости. Но мы потом понимаем, что, ну нет, тут все же не совсем все так просто. Но карта, видимо, шаг за шагом и говорит то, в чем мы были уверены, вам как по судьбе, аркан башня. Башня – это что-то разрушается, и нам придется еще, как отвергнутый успех, так называется восьмерка кубков в этой колоде, нам через вот такой сложный путь, через путь отшельника, нам нужно просто научиться видеть другие берега, даже если мы их не видим, научиться исследовать новую землю без карты, потому что прежняя уже, она там проигранная карта, или уже нет ничего, чтобы мы, или на чем, на какой земле мы могли вырастить что-то совершенно восхитительное и чудесное. Как бы не нужно пытаться идти словно в запертые двери или, может быть, на чем-то даже настаивать. Ваша задача сейчас себе самому или самой не навредить. И где-то учение, да, может быть, через науку какую-то, или, как мы говорим по аркану, гнет. Тут ведь когда мы занимаемся тем, что именно нравится нам. А по аркану гнет – это когда мы под всех подстраиваемся, когда мы со всеми соглашаемся, или скорее мы кому-то готовы помочь, а про себя-то мы забыли, мы сами остались не у дел при нашей-то ресурсности, при вашей ресурсности. Посмотрите, вы просто долгое время забывали о самих себе, мои дорогие. И вот, видимо, настало время вас, может быть, что-то сделать и по закону, а не по глупости, да, не по наивности. И вот центрально, вот, наверное, нужно так, чтобы для вас какая-то материальная выгода, может быть, вот именно с практики какого-то аркана, мага, рассмотреть вопросы, чтобы свое солнце было вами ни в коем случае не упущено. Ведь по аркану солнца это траектория движения 6-8 месяцев. Вот, может быть, в ближайшие 6-8 месяцев вы будете, как выходить из какого-то застоя, ну, правда, неожиданный совершенно расклад. Ну, давайте будем честными, откровенными с самим собой. Я тут вижу, что основная задача, кто досмотрел до конца, это именно завершить, ну, то, что никуда не идет и никак не продолжается, а продолжается, ну, вот это ожидание или какие-то пустые надежды. Мы тут рассмотрели на все варианты жизни. Поэтому ищите для себя, ну, может быть, конкретно какое-то хобби, творчество или свое собственное самовыражение. Вам что-то должно нравиться. И ваше счастье лежит именно в той плоскости, когда вы себя можете выразить как-то иначе. Или когда вы можете, по сути дела, где эта карта, сейчас я достану ее, когда вы можете рассчитывать на счастье, да, совершенное счастье, находясь на новой ступени собственного успеха. Вот этого я тоже не отрицаю. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Спасибо, что смотрите мои видео. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.